Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 30 сентября по 6 октября. Давайте узнаем у карт, каковы события ближайших дней, как они видят, какие подсказки нам дадут. И, конечно, не такой большой срок неделя, но все же для планирования дел малых и больших иногда полезно узнать, допустить, по крайней мере. И первая карта, что как раз важно знать, или может быть то, что придется учитывать, или какая сфера вашей жизни будет в центре вашего внимания. Первая карта, что важно для вас будет на неделе. Чего не избежать или неожиданности, с чем можете столкнуться. Третья карта, чему сейчас не время или что вам может помешать. Что же вам будет помогать? Смотрим энергии. И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Здесь и учеба, документы. Даже если вы не работаете, все равно чем-то же вы заняты. Энергия денег на неделю. Личная жизнь. И достанем карту совет в этой колоде. Что же для вас будет важно? Любовь, эмпатия, вообще радость какая-то приходит, чувство наполненности. Когда сейчас все получается, или, ну, по крайней мере, многое, вы можете внутренне ощущать, что ведь правда, словно как бы энергетика вокруг вас, она стала меняться. У кого-то более быстро, у кого-то, может быть, и с пробуксовками, но, в принципе, ощущение вот это внутреннее, а ведь правда, у меня все получится. Для кого-то вопросы личной жизни, именно вашей пары, семьи, ваших любимых, ваших близких, те, кто любит вас или кого любите вы. Вот эта тема будет преобладать на неделе. Но карта так обещает, что важно знать. Более добрые энергии на этой неделе. Будьте добрее, мои дорогие, сами к себе. Не подгоняйте, не загоняйте себя. По этой карте в первую очередь нам говорят, ты себя не тормоши. Ты, ну, как-то, может быть, допусти больше для себя периода отдыха или уравновесь режим труда и отдыха. Уставшие люди делают ошибки, а туз чаш как раз предполагает, когда мы более отзывчивы на посылы собственной души, потому что чувство внутренней наполненности, оно формирует такое важное качество, как оптимизм, мои дорогие козероги. Чего же не ожидать? Неожиданности, чего мы не ожидали. Ну, какой-то выбор. По двойке жезлов есть такой момент, когда мы не делаем ничего. Не сама это по себе неожиданность. Но, может быть, какой-то вопрос, он не развивается, как вы бы хотели. Отчасти иногда это говорит про карта о прошлом или о людях, ситуациях из прошлого. Или когда карта нам предлагает, ты пока что-то не форсируй. Иногда может и говорить о том, что мы никак не можем на что-то решиться. И выбор какой-то нам придется делать. Давайте узнаем, чему сейчас не время. Но, тем не менее, не время выбору. Вот посмотрите, две дуальные карты, двойка жезлов. Это мы пытаемся усидеть словно на двух стульях. И тем не менее, мои дорогие, вот как будто этому нужно отдать в разрезе этой недели, повторюсь, небольшой срок. Вот этому нужно уделить внимание и отдать предпочтение, потому что влюбленный, опять же, выбор, причем такой глобальный какой-то выбор. Когда мы говорим однозначно «нет» или уже говорим однозначно «да», или с чем-то определяемся. Ну, не время с чем-то определяться, не время брать на себя даже какие-то обязательства. Видимо, обстановка в последующем будет еще меняться. Но на этой неделе дистанция, вот эта семидневка, вы пока еще не можете видеть каких-то новых нюансов. Может быть, новости придут, какие-то факты еще для вас прояснятся, либо вам самим что-то по местам надо, как из прошлого все расставить. Ведь не случайно Плутон заглядывает в ваш знак зодиака ненадолго, по 19 ноября. И как раз и говорит, что ты вот тут с вопросами из прошлого должен как будто разобраться. Или для тебя должно быть, ну, как без белых пятен, чтобы в последующем,
Когда с 20 числа Плутон переходит в Водолея, вас это самое прошлое, оно уже не тянуло назад. Не было каких-то сюрпризов вдруг, напоминаний. Поэтому лучше уделить внимание какой-то детализации тех тем, которые были для вас важны, но что завершил, не завершил, или с чем определился, не определился. Ну вот как-то так. Проживите эту неделю спокойно, вот так нас приглашают. Правда, что помогает? Праздник, мои дорогие. Может быть, у кого-то есть конкретно событие. Нас даже карты говорят, вообще, вот оставь все как есть. И просто наблюдай. И в эту неделю порадуй себя. Порадуй, может быть, своих близких. А может быть, мои дорогие козероги, это вас кто-то будет радовать. Или какое-то, ну, событие, может быть, новость какая-то, приглашение на праздник. И, знаете, вы не должны вот так вот где-то, как нам показана девушка в окошко смотрит и ничего не делает. Вот ничего не делать, если вас куда-то приглашают, то вам это помогает. Кто знает, не вести какой-то замкнутый образ жизни, этому точно сейчас не время. А вот больше контактов добавить. Больше контактов это не значит, что все у нас друзья и братья. Но нет, мы просто расширяем через контакты горизонт своих возможностей. Это будет вам тоже помогать. Примите к сведению. Правда, приятная неделя, спокойная. Ну, дела, работа, бизнес. Тут через дипломатию, через лояльность, через такой дружеский настрой. Вы можете даже деловые вопросы многие решить. Может быть, темы важные проговорить, достичь взаимопонимания. Сама по себе карта подарков, хоть и выпадает на деловую сферу, но, находясь в более таких лояльно добрых энергиях, вы можете закрыть какие-то сложные вопросы, или договориться, или проговорить важные темы. А может быть, у кого-то из вас именно по части личной жизни вы что-то будете организовывать, обустраивать, но у кого-то это может быть, к примеру, вы готовите документы к переезду или какой-то поездке, или вы готовитесь, когда человек приезжает к вам. Это могут быть какие-то тоже встречи, и пусть это на деловую сферу выпадает, но есть те дела, которые вам именно по этому вопросу нужно совершить или завершить. Но вообще тут что-то, опять же, приятное. Вот такая неделя, мои дорогие, что по деньгам. Ну и по деньгам какие-то важные решения. Туз мечей – это именно решение ваше, в чем-то однозначное. И вы знаете, вот эти все такие добрые, и я бы сказала, легкие карты – они выпадают для вас и в том числе на решение не только финансовых, а еще и на сферу дела, работа, бизнес, документы, учеба, что бы тут ни было. Тут ведь у кого-то и учеба, может, какая-то тема вас заинтересует, или какая-то сфера деятельности. Вам просто нужно с чем-то будет определиться. И у нас изображена девушка, которая прикрыла глаза, то есть это решение где-то внутри вас. Может быть, это и пересекается одна сфера, как личная жизнь, с другой сферой финансы. И нужно вот это самое решение как бы обоюдоустраивающее. Или когда с какими-то противоречиями, может быть, финансовыми, и был вопрос, ну, значит, вы все равно вот видите, как его решить, можете решить. Нет путаницы, какая-то путаница у вас заканчивается, мои дорогие козероги, по крайней мере, на этой неделе ясности и доброты точно больше. В личной жизни что? Вот интересно, но не замечтаться будет тоже важно. Сохраняйте остроту ума, критическое мышление и контроль за тем, что происходит вокруг вас. Не нужно повторять какие-то прежние ошибки, и если был с конкретным человеком, ну, такой печальный опыт, все же принять во внимание, что не стоит ожидать, что как-то люди меняются, их вот именно сущность меняется. Поэтому быть реалистом определенно стоит, не случайно туз мечей. Но и не отказываться от чего-то доброго. Не, если мы можем говорить с вами, если вы вот один или одна, мои дорогие козероги, новое знакомство я могу вполне допустить на этой неделе, или у кого-то это произошло, может быть, раньше. Может быть, и месяцами, но вы еще друг друга не узнали. Поэтому обе карты, рыцарь чаш и паж чаш, говорит о том, ты насладись именно общением.
Не строй грандиозных планов. Не делай пока каких-то выводов, умозаключений. Не думай, что эта история будет продолжаться как-то вечно. Нет, обе карты, они именно для какого-то короткого момента, для общения, для вдохновения, они прекрасные. Но для выстраивания долгоиграющих каких-то планов, то скорее нет. И даже нам изображен молодой человек, который сидит, мечтает. И есть вот образ, да, две руки, опять же в образе, держит сердце. И он намечтал тут себе много чего. И туз кубков, и вот он, собственно говоря, он есть. И, может быть, какое-то он путешествие, поездку уже себе тоже мечтает. Что-то он планирует, куда-то пойти или что-то совершить. Но есть у нас еще и с крыльями Хрюша, а, как известно, свиньи не летают. Поэтому, ну, где-то не наделяйте качествами, даже путем вдохновения или какого-то воодушевления, или нахлынувших чувств. Не наделяйте человека тем, чем он не располагает. Будьте реалистами. Вот, наверное, соединить или уравновесить разум и сердце, или какое-то ваше вдохновение, или добрые эмоции с реальностью жизни, в целом это избежать в последующем каких-то разочарований. Но, повторюсь, легкая, приятная неделя. Не нужно ничего усложнять, вот это точно. Да, и карта где-то четверка, извините, пентаклей, я называю карта жадины. Ну вот все, что у меня есть, то я и сохраняю. Девушка прижала сумочку к груди. Ну, здесь и не только по части пентаклей может касаться, а вообще, в принципе, ведь это еще карта якоря и карта надежности. Поэтому сохраняйте свою, в первую очередь, надежность. Надежность в плане продвижения ваших планов. Не меняйте на перепутье коней. То есть, если вас на что-то уговаривают, это не значит, что вы свои планы должны перечеркнуть. Точно нет. Или устроить себе состояние выбора. Нет, ну вот тоже нет. Сохраняйте вот сами себя, куда-то не торопитесь, спокойная неделя. Что-то может и становиться словно на паузу. Ничего пока не меняется, но это прекрасный период для своеобразной перезагрузки. Или, мои дорогие козероги, дайте себе попросту отдых. Перекладывайте на себя, ну вот такая неделя. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.